Урок 1. Здоровая кулинария. Привет, Анна. Ты попробовала новый рецепт выпечки? Выглядит так вкусно и полезно. Привет, Джон. Нет, я еще не пробовал. В последнее время я стараюсь свести к минимуму жарку при приготовлении пищи. Что вы думаете о рецепте? Это потрясающе. Жареные овощи получаются такими ароматными. Мне особенно понравилась приправа, которую они использовали. Приятно это слышать. Мне придется попробовать. Есть ли у вас другие советы по здоровому приготовлению пищи, которыми вы могли бы поделиться? Абсолютно. В последнее время я экспериментирую с фритюрницами. Они готовят такую хрустящую еду без масла. Это отличная идея. Я собирался купить фритюрницу. Какие твои любимые рецепты фритюрницы? Мне больше всего нравятся жареные на воздухе куриные крылышки. Они получаются такими хрустящими снаружи и сочными внутри. Звучит очень вкусно. Мне придется подумать о приобретении фритюрницы. Спасибо за рекомендацию. Совсем без проблем. Дайте мне знать, если вы попробуете жареные на воздухе куриные крылышки. Мне бы очень хотелось услышать твое мнение. Урок 2. Секреты метро. Доброе утро, Анна. Знаете ли вы, что в здешнем метро есть действительно интересные факты? Привет, Джон. Нет, я этого не сделала. О каких интересных фактах вы говорите? Что ж, сеть метро на самом деле состоит из 3 отдельных туннелей, а не из одного. Ого, понятия не имела. Это очень увлекательно. Что еще вы можете рассказать мне о метро? Туннели были построены более 50 лет назад. Вы можете в это поверить. Это настоящий инженерный подвиг. 50 лет. Это впечатляет. Интересно, с какими трудностями они столкнулись при строительстве чего-то столь массивного под землей? Я читал, что на некоторых участках им приходилось рыть твердую скалу. Должно быть, в то время это была непосильная работа. Определенно. Узнав эти подробности, я вновь полюбил метро. Есть другие малоизвестные факты. Вы знали, что в метро действительно есть своя полиция. Они патрулируют туннели и станции. Полиция метро. Это очень интересно. Думаю, там им приходится сталкиваться со всевозможными уникальными ситуациями. Абсолютно. Под городом скрывается целый мир, который большинство людей никогда не видят. Урок 3. Покупка продуктов. Привет, Анна. Позже я планирую пойти за покупками. У вас есть рекомендации? Отличное время, Джон. Я как раз собирался сам бежать в магазин. Какие товары ты ищешь? Что ж, мне все еще нужно купить свежие фрукты и овощи. У тебя есть любимый рынок, на который ты обычно ходишь. По субботам я обычно хожу на фермерский рынок. У них отличный выбор местных продуктов. Фермерский рынок. Хорошее решение. Я как раз собирался это проверить. До него легко добраться. Это очень удобно. Всего в нескольких минутах езды на автобусе от моего дома. Атмосфера очень оживленная, а цены разумные.
Потрясающе! Звучит превосходно. Тогда мне придется спланировать поездку туда на выходные. Что-нибудь еще мне нужно знать перед отъездом. Я бы порекомендовал прийти пораньше, если сможете. Все самые лучшие обычно проходят быстро. И возьмите с собой несколько многоразовых сумок, чтобы взять с собой все. Отличные советы. Спасибо, Анне. Я с нетерпением жду возможности попробовать все свежие местные продукты. Звучит как настоящее удовольствие. Урок 4. Неожиданные приключения. Привет, Анна. Помнишь, как мы попали в тот безумный внезапный ливень? Ах да, я никогда этого не забуду. Оно появилось из ниоткуда и пропитало нас до мозга костей. Ха-ха, да, казалось, что небо только что открылось. Мы изо всех сил пытались найти какое-нибудь убежище. Определенно. Думаю, в итоге мы зашли в маленькое кафе на углу, не так ли? Верно. Хозяин был очень любезен. Нам разрешили посидеть там до тех пор, пока не пройдет дождь. Безусловно, они сделали все возможное, чтобы уважать наше пространство и чувствовать себя комфортно. Полностью. А пока мы ждали, мы выпили горячего чая и печенья. Приятное небольшое неожиданное приключение. Конечно. Такие неожиданные ситуации всегда становятся лучшими историями в будущем. Абсолютно. Я рада, что мы смогли найти это кафе вместо того, чтобы просто пропитаться. Я тоже. Это превратило то, что могло показаться ужасным, в забавное воспоминание. Именно так. Никогда не знаешь, какие неожиданные моменты ждет жизнь. Надо просто смириться с этим. Урок 5. Хобби и интересы. Доброе утро. Анна, какие хобби и интересы тебе нравятся в наши дни? Отличный вопрос, Джон. Я очень люблю проводить время на свежем воздухе и вести активный образ жизни. Мне тоже хорошо. Какими видами активного отдыха ты любишь заниматься? Я люблю ходить в походы и проводить время на природе. Свежий воздух и красивые пейзажи так омолаживают. Конечно, нет ничего похожего на это. Я сам большой фанат кемпинга и скалолазания. Скалолазание звучит захватывающе. Мне всегда хотелось попробовать это. Это такой кайф. Вам обязательно стоит попробовать как-нибудь. Виды сверху просто невероятные. Мне придется добавить это в свой список. А пока этим летом я планирую отправиться в поход. Круто. Куда ты собираешься пойти? Я всегда ищу новые идеи для приключений. Я ищу маршрут через горы с живописными озерами и реками по пути. Похоже на мое путешествие. Я буду рад присоединиться к вам, если вам понадобится напарник по походам. Это было бы здорово. Мне бы очень понравилась эта компания. Мы могли бы сделать это веселым небольшим отдыхом на свежем воздухе. Похоже на план. Мне не терпится пережить с тобой новые приключения. Урок 6. Найдите свою страсть. Привет, Анна. Тебе когда-нибудь было трудно найти занятие, которым ты действительно увлекаешься?
Отличный вопрос, Джон. Думаю, совершенно нормально переживать периоды неуверенности. Определенно, бывает сложно определить, что действительно возбуждает и заряжает энергией. Абсолютно. Но я поняла, что главное — сохранять непредвзятость и заниматься разными увлечениями. Точно, вы должны быть готовы выйти за пределы своей зоны комфорта и попробовать что-то новое. Определенно. Я недавно занялась гончарным делом, и мне очень нравится творческий подход, который оно дает. Это круто! Керамика кажется таким полезным и практическим хобби. Это действительно так. И самое замечательное в том, что не обязательно быть художником, чтобы получать от этого удовольствие. Это хорошие замечания. Процесс может быть таким же полезным, как и конечный продукт. Именно так. Все дело в том, чтобы найти занятия, которые позволят вам выразить себя. Конечно. И не бойтесь экспериментировать, пока не получите то, что действительно любите. Определенно. Все дело в том, чтобы быть терпеливым по отношению к себе и не впадать в уныние. Абсолютно. В нас есть своя страсть, нужно просто быть непредвзятым. Урок 7. Рост онлайн-шоппинга. Привет, Анна. Вы заметили рост онлайн-покупок за последние несколько лет? Определенно, Джон. В наши дни это стало настолько удобным и доступным для людей. Абсолютно. Я обнаружил, что все больше и больше делаю покупки в интернете. То же самое и здесь. Возможность просматривать и покупать, не выходя из дома, очень привлекательна. Конечно. И выбор просто невероятный. В интернете можно найти практически все, что угодно. Именно так. Это открыло совершенно новый мир возможностей, которых у нас раньше не было. Определенно. И сроки доставки значительно улучшились, что является огромным плюсом. Определенно. Я помню времена, когда вам приходилось ждать чего-то неделями. Именно так. Сейчас это часто занимает всего пару дней, что невероятно быстро. Абсолютно. Логистика, стоящая за всем этим, должно быть очень сложна, но они ее действительно оптимизировали. Без сомнения. Эволюция онлайн-шоппинга была весьма примечательной. Согласовано. Это действительно изменило рынок розничной торговли и поведение потребителей. Конечно. Интересно, насколько оно будет развиваться в ближайшие годы. Отличный вопрос. Думаю, технологии и удобства будут только улучшаться. Определенно. Будет интересно посмотреть, как все это будет развиваться в будущем. Урок 8. Стойкость Хелен Келлер. Привет, Анна. Вы слышали о невероятной истории Хелен Келлер? Безусловно, Джон. Жизнь Хелен Келлер действительно вдохновляет и замечательна. Определенно. Несмотря на огромные трудности, она добилась многого. Именно так. Даже с юных лет она была полна решимости преодолеть свои недостатки.
Абсолютно. То, как она общалась с помощью жестов руками и телом, было просто невероятным. Да, удивительно, как она смогла выразить себя, несмотря на то, что не могла видеть, слышать и говорить. Определенно. Но время от времени она очень расстраивалась из-за своих ограничений. Могу себе представить, как ей, должно быть, было трудно. Но она никогда не сдавалась. Именно так. У нее была ненасытная жажда знаний и стремление изменить мир к лучшему. Абсолютно. Ее история — свидетельство силы человеческого духа и стойкости. Определенно. Жизнь Хелен Келлер действительно впечатляет и вдохновляет многих. Абсолютно. Она преодолела невероятные трудности и стала известной писательницей, активисткой и оратором. Определенно. Ее наследие продолжает оказывать влияние на людей по всему миру и расширять их возможности. Абсолютно. История Хелен Келлер — яркое напоминание о том, чего можно достичь, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся. Определенно. Она — настоящее свидетельство человеческой способности расти, учиться и менять мир к лучшему. Урок 9. Изучение влияния средств массовой информации. Доброе утро, Анна. Вы заметили, насколько средства массовой информации влияют на нашу повседневную жизнь? Безусловно, Джон. Удивительно, насколько это продолжает влиять на наше восприятие и реальность. Определенно. Как сказал бы Сол Белоу, средства массовой информации стали нашими инструкторами реальности. Это очень проницательный способ выразить это. Средства массовой информации оказывают на нас такое мощное влияние. Абсолютно. Дело не только в новостях, развлечения, социальные сети, реклама и все такое. Так и есть. В нашем современном мире это неизбежно. И оно становится все более распространенным явлением. Определенно. Влияние часто незначительное, но оно может существенно повлиять на наши мысли и поведение. Именно так. В наши дни мы должны быть очень внимательными и критичными потребителями средств массовой информации. Абсолютно. Важно помнить, что средства массовой информации имеют свои собственные цели и предубеждения. Определенно. Мы больше не можем принимать все, что видим и слышим, за чистую монету. Именно так. Мы должны научиться думать самостоятельно и подвергать сомнению излагаемые нарративы. Абсолютно. Это постоянная проблема, но она необходима, если мы хотим сохранить собственное агентство. Определенно. Влияние средств массовой информации будет только расти. Мы должны действовать на опережение. Абсолютно. Это важная тема, над которой всем нам как обществу следует больше внимания уделять. Определенно. В наши дни разбираться в средствах массовой информации — важнейший навык 21 века. Урок 10. Удивительное разнообразие культур коренных американцев. Привет, Анна. Знаете ли вы, что культуры коренных американцев отличаются невероятным разнообразием? Потрясающе, Джон. Я и не подозревал,
Насколько разнообразны их традиции и обычаи? Определенно. Например, некоторые племена хотели, чтобы их кормили матери. Ух ты! Это интересная культурная практика. Интересно, по какой причине это было вызвано? Именно так. И вот что, индейцы некоторых племен носили только свежие шкуры скунса. Ха-ха, это совершенно уникальный выбор моды. Могу только представить себе этот аромат. Абсолютно. Культуры коренных американцев просто изобилуют интересными подробностями. Я многому учусь. Это действительно показывает, насколько разнообразными и сложными были эти общества. Определенно. У каждого из них был свой собственный язык, верования и образ жизни. Удивительно, насколько устойчивы эти культуры, несмотря на трудности, с которыми они столкнулись. Абсолютно. Их богатое наследие продолжает влиять на людей и вдохновлять их и сегодня. Определенно. Изучение разнообразия культур коренных американцев открывает глаза. Абсолютно. Нам еще многое предстоит узнать и оценить об этих невероятных народах. Согласен, Джон. Это интересная тема, которая действительно расширяет наше понимание истории человечества. Определенно. Чем больше мы углубляемся в это, тем больше понимаем, как мало мы знаем на самом деле. Урок 11. Детские воспоминания и приключения в классе. Привет, Анна. Помнишь, как мы играли со всеми классными вещами в наших классах? Ах да, это были такие веселые времена. Раньше мне нравилось изучать все самые интересные. Определенно. Поскольку мы жили рядом, у нас был более широкий доступ к учебным материалам. Абсолютно. Помню, как брал в руки разные предметы и смотрел, как они работают. Я тоже. Мы повозились с расходными материалами и находили новые способы их использования. Это был такой увлекательный способ обучения. Практический опыт очень запомнился нам. Определенно. Эти детские исследования пробудили в нас любопытство и творческий потенциал. Абсолютно. Удивительно, как много мы можем узнать, просто играя и экспериментируя. Определенно. Эти школьные приключения заложили основу для нашего непрерывного обучения. Именно так. Свобода исследовать и возиться очень важна, особенно для молодых умов. Абсолютно. Жаль, что некоторые школы не поощряют такое игровое обучение. Я согласен. Нам действительно нужно постараться сохранить это чувство удивления и открытий. Определенно. Эти детские воспоминания поистине особенные и созидательные. Абсолютно. Они напоминают нам о радости и азарте обучения. Определенно. Я благодарен, что у нас была такая возможность играть и исследовать мир. Урок 12. Изучение удобств отеля. Доброе утро, Анна. Вы слышали о бесплатном мероприятии для гостей отеля в эти выходные?
Нет, я этого не сделала. Что за сенсация? Звучит интригующе. Судя по всему, в отеле проводится специальное мероприятие для всех гостей. И получите это совершенно бесплатно. Ух ты, это потрясающе. Вы знаете, есть ли дресс-код или что-то в этом роде? Хороший вопрос. Я не уверен в деталях, но думаю, что это довольно непринужденная атмосфера, так как она открыта для всех гостей. Потрясающе. Это делает его еще более привлекательным. Мне нравится, когда отели делают все возможное, чтобы развлечься. Определенно. Это отличный способ для гостей пообщаться и получить максимум удовольствия от пребывания. Абсолютно. Бьюсь об заклад. Вас ждут вкусные закуски, возможно, даже развлечения. Это было бы здорово. Немного музыки или развлечений, чтобы оживить вечер. Именно так. Это отличная привилегия, особенно если вы путешествуете по делам и хотите отдохнуть. Полностью. Мне очень не терпится его проверить. Хочешь присоединиться ко мне? Абсолютно. Это будет прекрасная возможность познакомиться с удобствами отеля. Согласовано. Кроме того, кто знает, возможно, у нас даже появятся новые друзья. Именно так. Это может стать действительно интересной и незабываемой частью нашего пребывания в отеле. Я в деле. Давайте обязательно ознакомимся со всеми подробностями и соответствующим образом спланируем. Урок 13. Обмен историями о путешествиях. Привет, Анна. Ты много путешествовала раньше. Готов поспорить. За эти годы я побывал в нескольких разных странах. Это круто. Куда вы ушли? Если не возражаете, я спрошу. Что ж, давайте посмотрим. Я побывал в некоторых частях Европы, например, в Италии и Испании. Похоже, это потрясающее место. Я всегда хотела побывать в Европе. Это было невероятно. История, культура, еда — все это было так увлекательно. Могу только представить. А как же другие части мира? Есть ли у вас за плечами другие путешествия? Определенно. У меня также была возможность посетить Юго-Восточную Азию пару раз. Ух ты, наверное, это был такой уникальный опыт. Каково это было? Это открыло глаза. Виды, звуки, яркая энергия — все было совсем по-другому. Готов поспорить. Какие-нибудь особые моменты или памятные моменты из ваших путешествий? С чего мне вообще начать? Было так много невероятных впечатлений. Хотелось бы услышать больше. Мне больше всего нравится делиться историями о путешествиях. То же самое и здесь. Всегда интересно пережить эти невероятные воспоминания и открытия. Абсолютно. Путешествия действительно открывают вам глаза на мир, не так ли? Именно так. Это очень ценный способ расширить свой кругозор и расширить свою оценку. Не могу дождаться, когда начну планировать свои приключения. Есть какие-нибудь советы или рекомендации, которые стоит посмотреть? Урок 14.
Развитие здоровых привычек. Доброе утро, Анна. Я хотела спросить, приобрели ли вы в последнее время какие-либо новые привычки в образе жизни? Знаете, у меня есть. Я стараюсь уделять больше внимания своему распорядку дня. Отлично. Какие-нибудь конкретные изменения, которые, по вашему мнению, изменили ситуацию к лучшему? Определенно. Одна простая вещь, которую я делаю, стараюсь пить больше воды. Ах, старый совет по увлажнению. Это классический вариант, но он может оказать такое большое влияние. Абсолютно. Я обнаружил, что это действительно помогает мне оставаться энергичной и сосредоточенной. Готов поспорить. Очень важно избегать обезвоживания, особенно в условиях плотного графика. Полностью. Заметили ли вы какие-либо позитивные изменения в своих привычках в последнее время? Знаете, я стараюсь более регулярно выполнять упражнения. Приятно. Это отличный гол. Какие-нибудь конкретные занятия или тренировки вам нравились? Мне нравилось гулять во время обеденного перерыва. Это хорошая перезагрузка. Это прекрасная идея. Свежий воздух и небольшое движение могут творить чудеса. Именно так. И это дает мне возможность очистить голову и зарядиться энергией. Уверен, что это существенно влияет на вашу продуктивность и общее самочувствие. Абсолютно. Приобрели ли вы другие полезные привычки, которые вы бы порекомендовали? Одна вещь, которая мне очень помогла, это попытка лучше выспаться. Ах да, неуловимый хороший ночной сон. Это очень важно, но часто упускается из виду. Полностью. Я обнаружил, что регулярный режим сна имеет большое значение. Отличный совет. Мне придется попробовать. Есть другие предложения. Что ж, еще одна вещь, на которой я сосредоточился, это уделить время практикам внимательности. Как медитация или ведение дневника. Это может быть очень полезно. Да, именно так. Даже несколько минут в день могут оказать реальное влияние. Мне это нравится. Поддержание психического и эмоционального благополучия очень важно. Урок 15. В погоне за солнцем. Прекрасный день, не правда ли, Анна? Абсолютно. Я так благодарна за то, что мы наслаждаемся этой теплой солнечной погодой. Я тоже. Это настоящее удовольствие по сравнению с обычными холодными зимами. Не шучу. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы воспользоваться этой погодой? Отличный вопрос. Я подумывал о том, чтобы спланировать небольшой отпуск. Звучит прекрасно. Какое конкретное направление вы имели в виду? Я думала о тропическом месте, где мы сможем по-настоящему понежиться на солнышке. Это прекрасная идея. Могу себе представить, что я проведу несколько дней на пляже. Именно так. Уйдя ненадолго от шума и суеты, понимаешь? Определенно.
Немного отдыха и расслабления было бы отличной сменой темпа. Полностью. И мне кажется, нам обоим не помешало бы отдохнуть после напряженных последних нескольких месяцев. Абсолютно. Это было бы идеальное время для восстановления сил и восстановления сил. Именно так. Кроме того, я уверен, что смена обстановки пойдет нам обоим на пользу. Не могу не согласиться с этим. Вы начали изучать какие-либо конкретные места. Я рассматривал несколько мест на Карибах. Пляжи там выглядят просто божественно. Карибское море, как прекрасно. Это был бы такой идиллический отдых. Верно. И погода здесь должна быть прекрасной круглый год. Это огромное преимущество. Дома больше не нужно сталкиваться с холодом и снегом. Точно. Просто чистое тропическое блаженство. Вы хотите присоединиться ко мне? Абсолютно. Мне бы очень хотелось понежиться с тобой на солнышке. Замечательно. Я начну изучать детали и перезвоню вам. Похоже на план. Не могу дождаться, когда смогу хоть немного отвлечься от ежедневной рутины. Я тоже. Это именно то путешествие, которого мы сейчас заслуживаем. Урок 16. Решение этических дилемм. Доброе утро, Анна. В последнее время я столкнулась со сложной этической проблемой. Ах, понятно. О чем вы думали, если не возражаете, я спрошу. Что ж, я пытаюсь найти баланс между строгой этической позицией и более сдержанной позицией. Конечно, это тонкий баланс. С каким этическим вопросом вы имеете дело? Это связано с принятием решения на работе. У обеих сторон есть веские аргументы. Могу себе представить, что это должно быть непросто. Как вы к этому подходите? Я стараюсь тщательно взвесить последствия своих возможных действий. Это мудрый подход. Важно рассмотреть общую картину. Именно так. Я хочу поступать правильно, но при этом не хочу быть слишком жестким. Понимаю. Иногда более тонкая позиция может быть более эффективной. Точно. Речь идет о том, чтобы найти золотую середину между принципами и прагматизмом. Определенно. И готовность корректировать свой подход по мере развития ситуации. Абсолютно. Я стараюсь оставаться непредубежденным и не слишком зацикливаться на своих взглядах. Это отличный образ мышления. Сохранение гибкости– ключевое значение при решении вопросов этики. Определенно. Я не хочу принимать поспешное решение, о котором потом пожалею. Это зрелый подход к этому вопросу. Очень важно учитывать долгосрочные последствия. Согласовано. Я все еще взвешиваю варианты, но благодарю вас за то, что вы прислушались. В любое время, Джон. Я рад помочь вам разобраться в этих сложных вопросах. Спасибо, Анна. Это действительно помогает взглянуть на это по-новому.
Урок 17. Изучение достижений медицины. Простите, Анна. Я слышала, как вы рассказывали о последних достижениях в области медицины. Да. Я только что обсуждал, как некоторые заболевания теперь лечат более эффективно. Это очень интересно. Я читал о достижениях в лечении рака. Абсолютно. Исследования в этой области в последнее время были весьма многообещающими. Я слышала, что многие курильщики, заболевшие раком легких, получают пользу от новых методов лечения. Верно. Лечение стало более целенаправленным и персонализированным. Удивительно, как далеко продвинулась медицинская наука. Спасение жизней – очень важная работа. Согласовано. Преданные своему делу исследователи и врачи действительно меняют мир к лучшему. Однако я полагаю, что побочные эффекты некоторых методов лечения все еще остаются проблемой. Да, это правда. Но когда результаты улучшаются, компромиссы часто того стоят. Определенно, качество жизни очень важно, особенно для тех, кто страдает серьезными заболеваниями. Абсолютно. Акцент действительно сместился на комплексное лечение и подходы, ориентированные на пациента. Приятно это слышать. Должно быть, это очень полезно для вовлеченных медицинских работников. Уверен, что это так. Видеть, как их пациенты выздоравливают и восстанавливают здоровье, должно быть, доставляет удовольствие. Могу только представить. Замечательно, что мы добиваемся таких успехов в здравоохранении. Согласовано. Будущее медицины с каждым днем выглядит все ярче. Это захватывающее время. Конечно, так оно и есть. Я рад, что у нас была возможность обсудить последние достижения. Урок 18. Динамичный мир конгрегаций. Доброе утро, Анна. Вы слышали об открытии нового общественного центра? Да, у меня есть. Ею управляет одна из местных церквей в нашем районе. Ах, понятно. Церкви часто организуют для своих прихожан всевозможные мероприятия, не так ли? Абсолютно. Эти конгрегации обычно имеют большие здания и большой персонал. Это правда. Я полагаю, что для координации такого количества программ требуется много ресурсов. Определенно. От молодежных групп до работы с пожилыми людьми. Каждый найдет что-то для себя. Замечательно, как церкви объединяют людей и поддерживают сообщество. Я согласен. Чувство общности и принадлежности может иметь огромное значение для людей. А сами здания часто являются архитектурными чудесами, не так ли? Абсолютно. Сложные конструкции и грандиозные масштабы впечатляют. Бьюсь об заклад. Акустика великолепна для хора и других музыкальных выступлений. Да, заповедники спроектированы с учетом невероятной акустики. Удивительно, как эти места служат центрами духовной, социальной и культурной жизни. Определенно. Церкви играют важную роль в структуре многих кварталов.
Отрадно видеть, как они стремятся удовлетворить разнообразные потребности своей паствы. Действительно. Инклюзивность и чувство общности действительно достойны восхищения. Я рад, что нам удалось обсудить важную роль церквей в нашем обществе. Урок 19. Изучение зимнего тепла. Простите, Анна. Я слышал, вы сказали, что вам нужны зимние перчатки. Да. Я просто искала красивую пару, чтобы мне было уютно. Что ж, у меня есть прекрасные шерстяные перчатки красивого синего цвета. В самом деле, звучит отлично. Могу я взглянуть на них, пожалуйста? Абсолютно. Позвольте мне взять их для вас. Думаю, вам очень понравится мягкая текстура. Уверена, что так и сделаю. Шерсть — прекрасный материал для холодной погоды. Определенно. Он обеспечивает отличную изоляцию, сохраняя при этом воздухопроницаемость. Фантастическое. Спасибо, что вы предложили мне их примерить. Совсем не проблема. Я с радостью расскажу, значит ли это согреться. Это очень любезно с вашей стороны. В этих перчатках так уютно и комфортно. Я рада, что они хорошо подходят. Зимой очень важно согреться. Это действительно так. Они идеально подойдут для моих утренних прогулок по парку. Замечательно. Я рада, что они вам пригодятся. Урок 20. Блаженство на день рождения. Эй, Анна, я слышала, что у тебя скоро день рождения. Да, это так. На самом деле, до этого осталось всего несколько недель. Это очень интересно. У вас есть особые планы на этот знаменательный день? Я пока не уверена. Я все еще пытаюсь понять, как я хочу отпраздновать это событие. Что ж, что бы вы ни решили, я уверен, что это будет прекрасный праздник. Я благодарна за это. Всегда приятно иметь поддержку хороших друзей. Абсолютно. И я с удовольствием помогу сделать твой день рождения особенным, если смогу. Так любезно с вашей стороны это предложение. Меня очень тронула твоя вдумчивость. Это самое малое, что я могу сделать. Ты заслуживаешь замечательного дня рождения. Ты очень милая. Мне придется подумать о том, что доставит мне наибольшее удовольствие. Что ж, дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь в этом. Подойдет. Возможно, мы даже сможем собрать всю группу, чтобы отпраздновать это событие. Отличная идея. Прекрасно было бы провести день рождения со всеми нашими друзьями. Урок 21. Дискуссии по вопросам этики. Анна, я думала о чем-то, связанном с этикой на рабочем месте. Это интересная тема. О чем вы размышляли? Что ж, я заметил, что некоторые правила в нашем офисе, похоже, не связаны с самим бизнесом. Я понимаю, что вы имеете в виду. Иногда политика может быть в большей степени ориентирована на этику, чем на чистую производительность. Именно так.
Думаю, нам нужно четкое изложение этических принципов, лежащих в основе определенных правил. Отличная идея. Прозрачность аргументации помогла бы всем понять. Абсолютно. Это сделало бы цель политики гораздо более очевидной. Кроме того, это может привести к ценным дискуссиям о поддержании высоких этических стандартов. Определенно. Получение информации от команды по этическим рекомендациям может быть очень полезным. Я согласен. Это укрепит чувство общей цели и ответственности. Точно. Во главу угла должна быть этика, а не только эффективность или прибыль. Я очень рада, что вы подняли этот вопрос. Нам нужно провести важный разговор. Я тоже. Я думаю, что установление четких этических принципов пойдет на пользу всем нам в долгосрочной перспективе. Не могу не согласиться с этим. Этому стоит уделить время и подумать. Замечательно. Я с нетерпением жду возможности продолжить изучение этого вопроса вместе с командой. Урок 22. Джазовые джемы. Эй, Анна, вы в последнее время следите за местной джазовой сценой. Знаете, в последнее время у меня не было возможности посмотреть ни одно шоу. Почему? Вы открыли для себя что-то новое. На самом деле, у меня есть. В городе звучит очень многообещающее молодое джазовое комбо. А, это очень интересно. Какие инструменты в них есть? Обычные подозреваемые — труба, саксофон, корнетик и фортепиано. Но они придали классике свой неповторимый облик. Интересно. Джазовые комбо-выступления могут быть такими динамичными и захватывающими. Абсолютно. То, как они импровизируют и играют друг с другом, просто завораживает. Бьюсь об заклад, это должно создать такую яркую и энергичную атмосферу на их концертах. Это действительно так. Публика всегда очень увлечена, стучит ногами и кивает головой. Похоже, именно такой живой музыки я так жаждала в последнее время. Что ж, тогда нам обязательно стоит посмотреть их вместе в ближайшее время. Мне бы очень понравилось, когда они сыграют в следующий раз. Я хочу уточнить свое расписание. Позвольте мне еще раз проверить, но я думаю, что в эти выходные у них будет концерт в новом джаз-клубе в центре города. Идеальный. Рассчитывайте. Мне не терпится погрузиться в магию живого джаза.